Всем привет! Наша форма страшненькая, поэтому давайте придадим ей некоторый дизайн и опять поработаем с стилями. Как и в прошлый раз, я не буду делать большой упор на самих подходах к верстке, но то, что связано с самим CSS и вообще применением классов в React, я расскажу. Хорошо, давайте создадим файлик index.module.css. Хорошо, он у нас заготовлен. И давайте посмотрим, какие нам нужны вообще здесь классы. Так, поехали. Стили отсюда мы все убираем и будем работать на уровне class name. Смотрите, у нас, по идее, это должно быть, я назову это CSS field. Так, CSS, надо его сразу импортировать. Import CSS from index.modules.css. Хорошо. Но я хочу, чтобы у этой филда, у всего, был также класс disabled, когда у нас input disabled. Вот. Для этого мне нужно сделать некоторый опциональный класс. CSS field, чтобы был всегда. Как это делается? В React есть самое популярное для этого либо. Это класс names. Так, устанавливаем ее и импортируем. Import cn from class names. Хорошо. Как она работает? Если бы мы хотели просто передать два класса, мы могли сделать вот так вот. cn, CSS field и CSS disabled. Вот. Но нам же нужно, чтобы disabled был опциональным. Как это можно сделать? Так, давайте, во-первых, изначально вот эту вот логику вынесем в отдельную переменную. То есть у нас disabled — это когда формик is submitting. Хорошо. И можно сделать, по идее, вот так вот. Если disabled, то вот так вот. Но это не очень читаемо. Я предлагаю вам следующую конструкцию всегда, когда у вас есть какие-то опциональные классы. Сделайте вот так. Передайте в cn объект, где каждым ключом будет соответствующий класс. Если он должен быть применен, то там должно быть true, а если не должен, то false. И будет это выглядеть вот так. CSS disabled, если это disabled. Вот. И у вас такой объект. И он уже сам разберется, когда какой в класс включать. Хорошо. Так, с этой частью разобрались. Потом у нас идет лейбл. Так, перенос строки нам здесь не нужен, потому что мы это все на уровне стилей разрулим. Class name, CSS label. Хорошо. Теперь классы для самого инпута. Class name. Так, тут тоже я хочу, чтобы был опциональный стиль, потому что если у нас этот input невалидный, я хочу, чтобы у него был красный бордер. Вот, и, соответственно, мне здесь тоже нужно играться с классом. Давайте нашу историю с состоянием invalid тоже вынесем в отдельную переменную. Так, const invalid равняется вот этому. Ага, так, здесь можем это сразу подменить. И поехали такую же структуру. Значит, обязательно это будет CSS input. И не обязательно это будет CSS invalid. Invalid. Хорошо. Это сделали. Вот. Потом, что еще на уровне стиля я бы хотел сделать? Мы нашим инпутом зададим какую-то минимальную ширину, и вот эти два пускай будут у нас по умолчанию короткие, но чтобы мы могли из нашего кода все-таки управлять максимальной шириной наших инпутов, а description пускай будет подлиннее. Вот я поэтому хочу передавать в наш input свойство maxWidth, который будет опциональным и будет переписывать то, которое мы зададим через CSS. Так, maxWidth — это не обязательное поле с числом. Хорошо. Вот. И его уже мы можем передать в стиле. maxWidth. Хорошо. Ага. Так, и осталось только поработать с ошибкой. Class name.
CSS error. Так, вроде бы основные стили я добавил. И теперь давайте занесем наши стили. Так, давайте посмотрим сначала, как они выглядят, потом все равно чуть-чуть их разберем. Так, очень хорошо. А отступы между этими элементами мы потом зададим отдельно. Вот у нас будет специальный компонент для создания отступов. Это пускай будет в другом уроке. А здесь у нас уже все достаточно симпатично. Вот наши ошибки выводятся. И эти штуки жирные. Это становится красным. Если мы заполняем имя, то оно перестает быть красным. Да, очень даже хорошо. Причем, если мы в фокусе, то она у нас еще к тому же и синяя. Угу. Так, ну давайте разберемся с тем, что связано с CSS. Вот что значит вот эта вот конструкция? Вот это все равно, что написать вот так вот. .field, .disabled без пробела. Это значит, что у нас некоторое поле, которое одновременно имеет класс и field, и disabled. А вот видите, здесь амперсанда нет, и поэтому вот это то же самое, что .field, .label. И это значит то, что найти элементы с классом field, и там в глубине где-то должен находиться элемент с классом label. И вот у него будет вот такой стиль. Хорошо, тут я просто хотел рассказать про амперсанд и как он работает в CSS. Эта штука именно из CSS. Вот. Ну, вот это вот двоеточие фокус — это псевдокласс, то есть это состояние компонента. Чтобы было понимание, как оно может выглядеть, то есть мы берем вот этот вот input, да, вот он, так, стоп, он у нас сейчас в фокусе, вот так он вне фокуса. Но мы это можем и руками вызвать. Вот здесь вот нажимаем на двоеточие hof и говорим двоеточие фокус. И видите, он синеет. И вот существуют какие еще псевдоклассы. На самом деле их больше, но это уже к разговорам о верстке. Хорошо. Вот. Здесь амперсанд, значит, что если у input одновременно класс и invalid, то, что мы как раз и добивались вот здесь, вот, что input и invalid может быть одновременно. Вот он и будет. Все остальное, ну, как бы обычно. Да, мы используем какие-то переменные. Если у нас компонент disabled, то он у нас прозрачный. Вот и славно. Так, ну что ж, разобрались с класснеймами и сделали наш input красивым. Благодарю вас. В следующем уроке зададим стили для компонента текст арии. Благодарю. Поехали дальше.